Здравствуйте! Мы сегодня с вами будем разбираться, что такое сердечные заболевания, какие виды сердечных заболеваний бывают и как себя и своего близких беречь от сердечных заболеваний. Как правило, проблема с сердцем возникает не просто так. Определенную роль играет наследство, и ее изменить нельзя, но можно повлиять на другие факторы риска. В числах лишний вес, неподвижность, злоупотребление алкоголя, курение, неправильное питание, стресс. Сердце нужно заботиться, пока оно в полном порядке. Список самых распространенных заболеваний. Одним из самых распространенных заболеваний это считается ишемическая болезнь. Сердечные мышцы отвечают за кровоснабжение всего организма. Благодаря ей работе ко всему организму поступает кровь, содержащая кислород. При этом само сердце требуется дышать, так как он ежедневно совершает огромную работу. Кислород в больших количествах вместе кровью поступает по сердцу по двум коронарным артериям, отходящие от корня артерии. Главные, самые крупные в организме артерии в определении сердца. Если его не хватает, то это незамедленно скажется на функции сердца, а значит всему организму. Причиной нарушения кровоснабжения сердца является затруднение прохождения крови по коронарным артериям. Оно может быть вызвано снабжением сосудов, вследствие образуется на их стенках артеросклеротических бляшек, спазм артерия, повышение всяких крови. И все же большинство случаев нарушения с поступлением обогащения кислорода вызвано имеют артеросклеротических 95-97 случаев. Факторов риска это курение, злоупотребление алкоголя, стресс, постепенное повышение артериального давления, ожирение, малоподвижность, образ жизни, сахарный диабет, повышение крови, вредных холестерина. Неконтролируемых факторов это возраст. После 50-60 лет риск развивается заболеваний значительно повыше пол умышлений. Патология возникает чаще. Наследственность, наличие ишемической болезни у близких родственников. Второе из самых распространенных заболеваний это сердечная недостаточность. Если расслабление или сокращение способствует сердцу уменьшаться, то развивается сердечная недостаточность. Это происходит, как правило, из-за слабости мышцы или потеряния эластичности сердца. В результате у сердца качается недостаточно кровь. Она может также накапливаться в тканях, вызвать застой. Причины возникновения сердечной недостаточности могут быть крыться в сопутствующих заболеваниях. Первое. Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, раки сердца, сахарный диабет. Специалисты выделяют ряд факторов, которые могут повлиять на развитие заболевания: аритмия, гипертонический кризис, пневмония, психоэмоциональные или физические напряжения, ОРВИ, длительное включение некоторых препаратов, значительный набор веса, алкоголизм. Еще один из самых распространенных заболеваний это считается артеросклероз, хронические заболевания артерии эластичного и эластичность мышечного типа, возникающие вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающие отложение холестерина. Некоторые пароксические липотеноза
в просвете сосудов. Отложения формируются в виде атероматозных бляшек. Последующий разрез и в соединение ткани с кольцевой стенкой сосудов приводят к деформации и сужению просвета вплоть до операции. Аритмия появляется, когда нарушается ритмическое сокращение сердца, опасно образует тромбов. Сердечный порог считается одним из самых распространенных заболеваний, как врожденной, так и приобретенной причине артериосклероз тромбов. В наших временах сердечные заболевания очень распространены. Ежегодно уносят старых и так молодых. Мы можем все остановить, все в наших руках. Мы должны первым отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, избегать стресса. Тяжелые условия труда, стрессовая ситуация на работе и так в семье могут привести к инфаркту. Учитываясь управлять с негативными эмоциями, принимайте успокаивающие препараты по назначению врача. Не отказывайтесь от полезных жиров. Врачи рекомендуют говядину, баранину, курятину, индюшатину. Правильно питайтесь, тогда сердце человека будет работать нормально, живет человек долго и счастливо. Спасибо за внимание. Вы посмотрели до конца это видео. Вам понравился этот видеоролик? Поставьте лайк, подпишитесь на комментарии, подпишитесь на мой телеканал, нажимайте колокольчик. Спасибо еще раз за внимание.